Всем привет, с вами Тори-чан. Сегодня мы прогуляемся по городу Фукуока, и я покажу вам некоторые вкусные японские кофейни, а также булочные. Идемте. Вот это новый шоппинг-центр. Снаружи смотрится, конечно, не очень привлекательно, возможно, но там внутри хорошая кофейня, а также магазины для интерьера. Название говорит само за себя. Steps, шаги – это главная концепция этого здания. В Японии такие просторные кофейни с высоким потолком – большая редкость. Более типичные японские кофейни я покажу немного позже. Вот это булочки с маслом сливочным. Да, этот большой кусок – это масло, а также сладкой бобовой пастой. Японцы обожают такое. Оно, кстати, неплохое на вкус. Есть еще одно место, которое я давно хотела посетить, но меня всегда останавливали огромные очереди в 1,5 часа. Это самая знаменитая пончиковая в Фукуоке. Она в Токио тоже есть, и там, говорят, очереди 3 часа. Но родом это место из Фукуоки, поэтому идемте сегодня посмотрим, что же это за пончики. Обычно я такие очереди избегаю, но сегодня только ради видео. Я пришла за 30 минут до открытия магазина с пончиками, и здесь уже есть очередь, как, впрочем-то, и ожидалось. Хоть сегодня будний день, человек 8 сейчас в очереди стоит. Вот там магазин. Магазин открылся, наконец-то. Боже, как много людей. Можно понять, откуда такой хайп. Интерьер магазина довольно мило смотрится благодаря засушенным цветам на потолке, но и сами пончики словно часть интерьера. Было много разных вкусов, начиная с белого шоколада, матча, фисташек и заканчивая прошутто. Сами пончики же готовят прямо на глазах, поэтому в магазине стоит приятный аромат выпечки. Самые популярные оказались с кремом из фисташек. Некоторые люди покупали по 20 штук. Я добыла мои пончики. Надеюсь, это того стоило. Обычно я в таких очередях не стою. И, ребята, всего лишь 10 минут, как открылся этот магазин. И посмотрите, какая огромная очередь. Вот это все, это очередь в этот магазин с пончиками. И это не конец, ребята. Посмотрите, через дорогу тоже стоят люди. Пока хорошая погода, я пришла в парк устроить фотосессию моим пончикам. С завтрашнего дня начинаются дожди. Видимо, сезон дождей нас уже наконец-то догнал. Но сегодня великолепная погода. Я купила пончики с прошутто, фруктами, матча шоколадом, икрой минтая, шоколадным и фисташковым кремом. У разных вкусов тесто оказалось тоже разной текстуры. Самый загадочный пончик с икрой минтая, минтайко, я решила дать попробовать Изуми. Амайかどうかわかんないけどね。ちょっとそれを。これ砂糖か。不思議な味ですね。美味しくはない相性。いや、美味しいよ。美味しい？うん。普通の明太子パンじゃない。あ、そうなんだ。甘いね。甘いんだ。なんか中にチーズソースみたいな。あ、なんかクリームチーズみたいな。甘いメインのパンに明太子が乗ってるみたいな。なるほど。うん。Было ли вкусно? Однозначно. Тесто оказалось совершенно не жирное, а воздушное и легкое. А ради фисташковых пончиков я готова еще раз в очереди постоять. Этот район, конечно, я люблю больше всего за счет этих больших деревьев.
В Японии это редкость. Тут еще такие фонарики, как будто в Европе. Немножко такой, как ретро-европейский стиль, я бы сказала. Эта небольшая кофейня мне понравилась своим сочетанием минималистичного интерьера и ретро-мебели. Кроме кофе, тут делают неплохие напитки с чаем, например, вот это латте с ходича. Какая маленькая вилочка. Чтобы медленнее ели. Маленький кексик и маленькая вилочка. Японские храмы и кварталы с традиционной архитектурой – это моя любовь, но традиционные домики, которые переделали в кафе – это еще лучше. Яичный пудинг – популярный в Японии десерт, который каждая кофейня готовит по своему оригинальному рецепту. プリンめっちゃ美味しかったです。あ、嬉しいです。いろいろ食べてみたんですけど、一番美味しかった今の最初中で。全然うまく焼けなくて、やっと焼けるようになりました。 Сейчас мы будем идти по улице, тоже одна из таких центральных прикольных улиц в Фукуоке. Она называется Кияки Дори. Кияки – это название дерева. Вот эти вот деревья – это кияки называется. И здесь очень много вот таких вот зеленых насаждений, деревьев. И также здесь несколько храмов, музеев и классных кофеен вдоль этой улицы. Смотрите, в Японии всегда для всех найдется работа, потому что чувак стоит с табличкой в руке, где написано «манша», типа парковка переполнена. Для тех, кто хочет заехать в парк на парковку. Это его работа на этот день. Стоять с табличкой. Вот такой внутри храм. Очень красивые врата белые. И летом здесь проходит очень большой фестиваль Обон. Здесь вот такой небольшой магазинчик без продавцов, где можно вот так вот выбрать себе какой-нибудь маленький подарочек с собой или предсказание будущего, или вот такие вот амулеты, обереги. И они, смотрите, они лежат абсолютно без ничего. Это так по-японски. Каждая стоит 1000 йен, недешево. Выбирайте, какой вам понравился, и сюда вот денежку кидаете. И здесь есть разные. Есть, допустим, которые защищают от болезней, которые, допустим, если ты хочешь поступить в университет или в школу, защищает дорожная защита, типа транспорт, от аварий. Это мне надо. Умикуджи — это просто вот такие, как бумажечки, на которых написаны предсказания. И можно за 100 йен такую вот вытащить, почитать. А вот это дарума. Обычно они вот так вот без глаз продаются.
такие как статуэтки. И ты рисуешь один глаз, когда загадываешь желание, и второй глаз дорисовываешь им, когда оно исполнилось. Вот это называется Эмма. И это такие таблички. Здесь есть в виде сакуры, видимо, символ этого храма. А также с дракончиками. И здесь сзади можно написать тоже какое-то пожелание, желание, которое вы хотите, чтобы исполнилось, и потом его здесь в храме и повесить. Амулет для защиты здоровья. Мы не просто их лапаем, мы решили их купить. Все дайте нам. Вот это амулет от защиты всего плохого, типа как плохой энергетики. 5? Да. От всего. Встретить любовь очень важно. Да. Это чтобы я в Японии осталась. Мгм. Это чтобы ничего плохого не произошло, чтобы было много денег, и я была здорова. Обогатим храм. Обогащаем храм на 5000 йен. Даже на английском есть. I wish all my problems will be... Что? Solved. Да, мы все этого хотим. Он такой еще симпатичный. Да, вообще прелестно. С сакурой. Мне подарила Карина, чтобы ничего плохого в моей жизни не происходило. Спасибо большое. Черный, мне нравится. Приближается сезон дождей, такое ощущение из-за влажности. Сейчас мы пришли вот в такую булочную, давно хотела посмотреть, что же продается внутри. И, ребята, напротив, куст малины. В Японии малину нигде не найти, даже в магазинах, а здесь целый куст. Я в шоке. Может быть, они ее используют в выпечке, малину, причем такой большой. Очуметь. Реально малина. Ну, что за прелесть? А вот тут смотри, какие медведи. Это занималась. Мы сейчас пришли в центральный район Фукуоки. Здесь вот такое вот здание, это называется Акрос, с вот таким вот как лесом на крыше. Летом смотрится просто невероятно. Здесь даже бесплатная есть смотровая площадка наверху этого здания. Раз мы уже пришли, идемте наверх. Вход бесплатный, классно. Мы почти наверху. Где-то минуты 3 у нас, наверное, заняло подняться сюда. И уже вот такой красивый вид на город. И даже еще выше есть площадка. Идем еще выше. С каждым днем становится все пасмурнее и влажнее. Чувствуется, что еще немного и начнется сезон дождей. Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее видео и вы приметили себе несколько мест для чашечки кофе. Всем спасибо за просмотр, увидимся еще. Всем пока!